Всем привет! Давайте сегодня посмотрим на такую тему, как любовный треугольник. Для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp, либо в Instagram. Также подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Всех благодарю за обратную связь, за ваши комментарии. Также обращаюсь к тем, кто будет снова спрашивать, где продолжение расклада. Продолжение будет находиться на моем YouTube-канале «Империя Таро». Итак, загадывайте своего мужчину и поехали. Так, что это за мужчина? Так, что это за мужчина? Так, мужчина здесь, скорее всего, который отказался от одной женщины, да, от любящей женщины. Не исключая того, что мужчина ушел полностью в работу. Так, на эти отношения еще, скорее всего, повлияли третьи лица, да. Так, здесь мужчина вообще сам по себе отшельник, холодный мужчина, да, отстраненный мужчина. Не исключено то, что мужчина еще сам по себе с женским характером. Такой вот, знаете, как умеет и капризничать, понимаете, как вот все внимание должно быть только к нему. Умеет истерить, устраивать скандалы, эмоциональный мужчина, да. Так, здесь будете вы, здесь будет ваша соперница. Так, что у него к вам? Что у него к вашей сопернице? С кем он сейчас там? Интересно. Так, по поводу у него к вам. Здесь я скажу то, что не исключая того, что вы либо его настоящая супруга, прошлая супруга, или просто важная женщина. Не исключая того, что вы мать, возможно, его детей. Он о вас мечтает, но... Видите как? Здесь не зря вот вышла еще королева кубков, скорее всего, это вы, да, женщина, которая любила, и не исключая того, что женщина здесь могла отвернуться от него, да. Женщина здесь начала уважать себя. Во-первых, я вам скажу одно, что все равно, как ни крути, он вас уважает и выделяет вас, да. С вами не сравнится ни одна женщина, да. И этот мужчина на вас злится, зол. Что у него к вашей сопернице? Обиды. Он, не исключая того, может быть, она его семьей быть, да. Не исключая того, что, может быть, он был на вас женат, параллельно с ней проживал. Ну, почему? Потому что он считает тоже ее своей семьей. Но почему-то у него что к ней, он как-то, не знаю, может побаиваться ее, обиды какие-то, тоже может с ней там, может, расстался. Так, почему ты на нее обижаешься? Почему обиды такие? Почему? Почему? Потому что он, скорее всего, я понимаю, здесь вы были, да? Вот он, любовный треугольник с ней. Она ему, наверное, он выбрал ее и сам же с ней из-за своего дурацкого поступка. Здесь, я так понимаю, здесь были легкие отношения. Здесь, знаете, как вот детские отношения, да? И его выбор закончился с тем, что, может быть, эта женщина его какую-то боль ему причинила. Но это был выбор, да? Так, у него что на сегодня интересно к вам? Надо же. Я вам скажу, чем дальше вы от него отстранились, да, вообще от вас нет никакой информации, вы сейчас для него как тайна. Для кого-то он считает, что вы ведьма, его приворожили, да, такое тоже не исключаю. Но этот мужчина хочет выйти на контакт, понимаете как? Если есть дети, то с помощью детей. Все равно вы сейчас для него непонятная, это скрытая лошадка, такая темная лошадка. Он вас сексуально хочет на сегодня. Чем дальше вы от него, чем меньше информации о вас, да, я вам скажу, тем больше вы его тянете к себе. Все равно вот ваша неизвестность, а может быть вы тайная женщина на самом деле, может это его супруга. Понимаете что? Тоже не исключаю. Но там у них какая-то болезненная ситуация. И связан был с выбором. Так, а что за болезненная у тебя там с твоей этой ситуацией? А там женщина. Там женщина. Нелегко ему с этой женщиной. Но женщина там тоже. Знаете как? Женщина там гордая, женщина там строит его. Понимаете, вашего дурачка. Так, что у него на сегодня еще к вам? Что он по отношению к этой женщине у него на сегодня? Так, на сегодня к вам, я вам скажу, у него прям здесь прям мужчина с ума сходит. Мужчина здесь вообще, он с вами манипулировал, он манипулятор здесь хороший. Понимаете, что возможно такое, да, не исключаю, да, здесь не брал ответственность. Во-первых, все равно он хочет, вот вас хочет и все. Понимаете что? Почему? Потому что здесь эго. Мужчина на вас зациклен. Причем, не исключая, может быть, кто-то из вас тоже на него здесь сделал магию. Такое тоже не исключается, да? Что здесь мужчина прям вами одержим. Понимаете как? А вот на сегодня к этой женщине, кто с кем он сейчас, они, кстати, могли здесь разойтись. Женщина могла уйти из этих отношений. Или там какие-то безответственные, или от него ответственности хотят, а он все от этой ответственности убегает здесь. Понимаете, что?
Не исключая того, может, у них есть брак, да. Здесь все равно какие-то он проходит с ней там уроки. Так, что ты со своей там, с кем ты сейчас находишься, что за уроки ты там проходишь с ней? Так, ну, уроки того, чтобы мужчина там стал все-таки сильным, взял ответственность за эту женщину, да. Женщина не исключает того, может быть, она, я же до этого говорила, то, что она диктует там правила. Возможно, она держит его денежками, да, такое тоже не исключаю. Она на него давит, понимаете, что она хочет, чтобы они совместно, у них были какие-то совместные планы, совместное будущее. Так, какие, интересно, чувства? Нет, давайте посмотрим, что он о вас думает, интересно. Что ты о женщине той думаешь, что ты не думаешь. Ну, что вы закрылись от него, понимаете? Что вы его побаиваетесь, к себе не подпускаете, понимаете как? Вы баланс ищете, вообще и не уверены, нужен он вам или нет. Кстати, он за вами здесь следит. Вы можете с ним быть на большом расстоянии, может быть, даже в разных странах. Но все равно, чем дальше от него вы, да, тем он хочет, наоборот, вас завоевать. Вот видите, здесь прям как вот... Здесь как вот вы для него как искушение идете. Так, а что он об этой женщине думает, с которой он сейчас? Что ты о ней думаешь? Ну что, не получилось с ней самоутвердиться. Отношения какие-то бездуховные. Ему с ней плохо там. Постоянно что-то от него там могут требовать. Понимаете как? Ну, плохо ему. Кстати, возможно, то, что... Может, она ему там говорить о том, что ты никто и звать тебя никак. То, что ты нищий, голодранец какой-то. Понимаете, что... Что от него постоянно что-то требуют. Он о ней думает, что она за счет него, да, здесь она с него прям выжимает все соки. Она самоутверждается. Понимаете? Так, чувства к вам на сегодня. Какие к вам чувства? Какие чувства к ней на сегодня? К вашей сопернице. Так, к вам чувства такие, то, что, во-первых, мужчина считает то, что вы с ним несправедливы. Понимаете, к нему вы несправедливы. Чувства такие, то, что все равно ему с вами было хорошо. Если есть дети, о детях думает, возможно, может, дети, может, не хотят с ним общаться. Чувства такие, еще скажу, но все равно он о вас здесь хорошо думает. Понимаете как? Что все равно хочет с вами как-то здесь наладить какие-то, может, отношения, потому что, может, не исключая, вы были его семьей, да, может, у вас сейчас развод, либо вы бывшая семья. Понимаете, это нынешняя, может быть, его женушка. Что по отношению к ней, сам не знает. Понимаете, как страхи какие-то, недопонимания, что-то вот конфликты какие-то, сам борется. Почему? Потому что женщина там рядом с ним самодостаточная, понимаете, как какие-то у них там конфликты, и он думает то, что может она ему постоянно говорить о том, то, что ты нищий мне вообще, ты кто такой, понимаете, здесь постоянно у них идут конфликты. И причем затеивает эта женщина, женщина там свысока с ним. Так, какие еще на сегодня у него к вам чувства? Что по отношению к этой женщине, с кем он сейчас, какие у него к ней чувства? Так, что у него к вам на сегодня? Ну, то, что, знаете, вы для него прям звезда. Чувство собственника, да, мужчина все-таки с вами, понимаете, как? Ну, собственник. Здесь не исключаю все равно, да, может, это ваш бывший супруг. Но здесь у него чувства такие, ну, не постоянные. Но все равно то, что вы для него звезда, та, которая, знаете, издалека где-то светит, где-то там. Он по вам скучает здесь. Что с этой мадам? Ну что, он рассчитывал на хорошую семью, стабильную семью, но этого не получил. Понимаете, что? Разочаровался он в своем выборе. Так, почему ты разочаровался в своем выборе? Ну-ка скажи. Почему? Ну он-то думал, то, что там все будет на его условиях, понимаете, что? Он-то думал, то, что там будет вообще, проблем никаких не будет, все будет легко, вот только любовь. Если они выпивали вместе, будет много секса, рок-н-ролла, вот понимаете, все легко будет. А получилось так, что он рассчитывал на одно, а получил совсем другое. Взвалили на этого бедолагу вашего, и пацан там страдает, понимаете, что тяжело ему с этой женщиной, с кем он находится. Так, а что эмоции, с чем связаны у тебя еще? То, что этот дурачок сам, он рассчитывал, скорее всего, эта женщина, он эту женщину, когда вас оставлял, эту женщину выбрал, он, знаете, как планировал, причем здесь был холоднокровный выбор сделан в ее пользу. Видите как, он считал для себя, что эта женщина его достойна, что, видите как, он считал ее шансом, да, для себя. Но я так понимаю, здесь мужчина с ней вместе, они, наверное, долго были вместе, да. Почему он не разочаровался, но не получил он того, чего он планировал с этой женщиной. Женщина его разочаровала, понимаете, заманить-то заманила. Дурачок пошел, понимаете? А теперь бах, страдать. С ней он страдает. Но я думаю, мужчина этого заслужил, да? Так, какие у него планы на вас? Так, какие планы на нее? С той, с кем он сейчас находится. Так, во-первых, план таков.
знаете что, к вам вернутся. Если это ваш супруг, ожидайте возвращения. Если у кого-то, может, даже уже начал к вам проявляться. Почему? Ну, дурачок понял, кого на кого променял. По отношению, что какие планы на эту женщину, никаких планов здесь не строит. Потому что, скорее всего, не исключаю, что они могли тоже разойтись, да? Почему? Потому что он рядом с ней чувствует себя жертвой и принял какое-то здесь решение. Женщина почему-то. Вот я вам, знаете, скажу, даже если они еще до сих пор вместе, то это жертвенные отношения. Только теперь палач она, а он здесь идет жертва. Так, у тебя жертва с чем связана с тем? Ну, все, это знаете как, я вам скажу. Вот, пожалуйста, за свой выбор, за свои гулянки и пьянки, за свои похождения. Что хотел, то и получил. Вот высшие силы, можно так сказать, наказали его. Ну, выбор ты же сам сделал. Кто тебе виноват, да? Он может с ней пить, гулять, понимаете, что... Ну, там женщина не промах, она может его строить, понимаете, что... Она может ему такие вещи в лицо говорить. Ой-ой-ой-ой, там, кстати, могут быть и отношения на ножах, такой тоже не исключаю. Но там женщина строит его хорошо. А к вам у него, понимаете как, возвращение Будулая вот здесь будет. Только, знаете что... Как побитая собака он не придет, а он придет здесь, как вот знаете, как все на его условиях. Так, какие у тебя еще планы на эту женщину, на ту, которая смотрит этот расклад? Так, планы на ту, с кем ты сейчас. Какие у тебя планы на эту женщину? Знаете что, здесь еще какие планы? Ну, мужчина здесь однозначно, за то время, пока он, конечно, знаете, как посидит, подумает, все равно проявиться хочет, но он какой-то, я вам скажу, нерешительный, что ли, здесь. Вот по отношению к вам. Так, смерть. Вот знаете, какая-то у него трансформация идет. Ну, это мадам помогла ему трансформироваться. Интересно, хорошо, а ты планы такие строишь, вернуться, но при этом корона здесь жмет, и почему-то он сейчас даже в ваш адрес не проявляется. Понимаете что? А что у тебя умерло? Вот к этой женщине, которая смотрит. А знаете что? Ага, эта смерть еще что может означать? О том, то, что между вами, возможно, был разрыв, конфликт, какой-то скандал был, после чего, да, и вы могли его отправить. Ну, сам факт то, что мужчина все, нету. Нет, здесь вот прям, знаете как, самое главное, что он хочет все равно завоевать. Вот понимаете, с вами он хочет вот здесь как-то бороться, не знаю, что с ним произошло, но эта женщина помогла ему, наверное, вас оценить, поняли? Вы же понимаете то, что сейчас на данный период времени вы для него императрица. А это так, понимаете? Вот он, потеряв вас, он вас разглядел императрицу. Раньше, скорее всего, я так понимаю, он вас не уважал, а потерял и начал уважать. Почему? Потому что вы... Ну, на вас другими глазами посмотрел, а на эту женщину планы здесь какие? Ну, что, ожидать будет счастья своего, все равно будет думать, что может наладиться. Ничего не наладится, ожидать будет. Если у них там есть дети, дети будут держать его. Понимаете, что? Ну, тупик там в отношениях. Что у него планы какие? Не знает. Еще какие планы у тебя на ту женщину, с которой ты сейчас находишься. А знаете что? Если подвернется вариант, он от нее откажется. Понимаете как? Он от нее не получает ни энергии, ничего. Планы такие, с ней появится возможность, он с удовольствием от нее откажется. Понимаете? Как бы после того, как он... Ну, вообще, да, молодец. С вами побыл, вас променял на нее, с ней не вышло. Пойду-ка я обратно сюда. Видели, да, как хорошо устроился? Ну, не знаю, может, он вам нужен. Не знаю. Так, хорошо. Так, и 2 карты сюда. Если ты вернешься... Нет. Все-таки интересно, ты любишь ли эту женщину, к которой ты хочешь вернуться? То, что вы императрица, да. Любишь ли ты эту женщину? Любит. Любит. Но обманывал вас здесь, гулял. А может еще, знаете, что много чего не то, что обманывал. Это понятное дело, то, что гулял, обманывал, да, изменял тоже. Еще могу сказать то, что если у вас есть алименты, да, он от алиментов мог убегать здесь. Вот постоянно здесь вот такой хитрюга. Понимаете, что... Но любовь есть у него к вам. А с этой женщиной, с которой ты сейчас, ты ее любишь, интересно? Его любовь там закончилась. Она его там уничтожила. Он сам теперь не уверен, нужна она ему или нет. Там у них финиш. Если еще финиша нет, то этот финиш приближается. Да, он ее любил, влюбленный был. Выбор сделал в ее пользу, да. Но я вам скажу, эта женщина его, она... Знаете как, здесь не зря же вышел и дьявол, скорее всего, я так понимаю, когда вы его любили, да, может быть, вы просто были любовница, может, вы супруга были, может, вы просто были его девушка, да, но здесь все равно отношения были такие, он, видите, он себя считает почему-то вашим мужчиной, понимаете, что? А он не изменился,
Понимаете как? И он считает себя конкретным вашим. Если это ваш бывший супруг, он до сих пор считает, что он является вашим супругом. И от вас он отказываться не собирается. Как бы это смешно не звучало. Понимаете как? И я так понимаю, здесь мужчина вас любил, да? Любил, правда. И любит до сих пор, да? Но появилась на горизонте вот эта мадам. Я предполагаю, что, может быть, если это его семья, да, то там конец приближается. Если вы любовница здесь. Если вы здесь супруга, а здесь любовница. Но все равно, любовница вы или супруга, неважно. Видите как? Он предпочитает здесь вас. Но так интересно только через эту женщину. Почему? Потому что он оценил вас, когда побывал с этой. Когда все соки она выжила из него, показала Кузькину мать, да, как побитую собаку. Над ним издевалась так же, как и он над вами. Здесь понимаете, как получается? Когда он был с вами, да, он над вами издевался. Вы же его любили здесь. Понимаете как? А когда и он от вас отстранился, ушел туда, ну, может, для кого-то в семью вернулся. Понимаете как? Побывав здесь, ну, уже понятно же, кто его искренне любил, а кто над ним сейчас. Ну, он встретил, я так понимаю, здесь прям свое отражение. Но ему что-то здесь некомфортно. Почему? Потому что женщина здесь себя любит, женщина себя выбирает, понимаете как? И ему, там видите как, крышу ему сносят, корону сбивают. Он себя там чувствует никем, понимаете, впахивает. Еще не исключая то, что с деньгами там проблемы, потери какие-то. А проблема в чем заключается? Нету вас. Императрица – это вы. Кто бы вы там ни были, все равно главное являетесь вы. Так что, понимаете, скажу. Да, он с вами хитрил, обманывал, может, для кого-то, я вам скажу, но он все равно здесь какой-то тиран выходит, понимаете? Его очень сильно злит то, что все, теперь он вам не нужен. Понимаете как? Почему? Потому что собаку вот эту здесь побили. А видите, за хорошие отношения он с вами, я так понимаю, плохо поступил и обманывал, и гулял. А вот когда он получает аналогичное отношение к себе, тут он о вас вспоминает и вернуться хочет к вам. Решать вам. Нужен вам такой Будулай. Будулай хочет вернуться, ничего не могу сказать. Но принимать будете решение вы. Понимаете что? Не забывайте то, что вот этот мужчина наш, хороший, да, он не меняется. Понимаете как? И он все равно, он считает то, что вы его достойны. То, что вы та женщина, да, его женщина. Он считает то, что вы прям созданы друг для друга. Понимаете как? Вот так. Как говорится, что не храним, потерявши плачем. Вот такие мои друзья, сегодня такой был расклад. Интересный любовный треугольник. Так что здесь у них все равно. Хочет он того, не хочет. Я думаю, то, что хорошо, что появилась эта женщина. Она ему вставит мозги и научит и ответственности, и пусть несет свой крест. Ему полезно. А вы, женщина, дорогая моя, не знаю, решать вам, возвращаться к нему, не возвращаться, принимать Будулая или нет. Все будет зависеть от вас. Нужен он вам, вот эта собачка, где побывала там в ненужных местах, огрызки поела. Понимаете как? Решать, конечно, вам. Мое дело вам рассказать, донести информацию. И вот такой был интересный у нас расклад. Дорогие мои друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обращайтесь ко мне за личным раскладом. Все-таки это был у нас общий расклад. И как всегда я вам скажу, до скорой встречи. Я вас всех люблю. До свидания.